Столкновение нефтяного танкера Санчи с судном CF Crystal. Танкер предназначался для перевозки сырой нефти и был построен в 2008 году для иранской компании. Вечером 6 января 2018 года танкер, который перевозил 136 тысяч газового конденсата для южнокорейской нефтехимической компании, столкнулся с грузовым судном Crystal в Восточно-Китайском море и загорелся. Судно Crystal, участвовавшее в столкновении, направлялось из США в Китай с 64 тысячами тоннами зерна. Было построено в 2011 году в Китае. После столкновения весь экипаж из 21 человека на этом судне был спасен. Позже оно было доставлено в порт Чжоушань 10 января. Агентство морской полиции Южной Кореи ВМС США оказали китайским властям помощь в тушении пожаров и поисках пропавшего экипажа танкера, несмотря на риск взрыва самого танкера. Тело одного члена экипажа было обнаружено 8 января. Сообщалось, что часть танкера взорвалась 10 января. Министерство океанов и рыболовства Южной Кореи заявило, что огонь может гореть до 4 недель. 12 января 2018 года береговая охрана Японии в Кагосиме сообщила, что во второй половине дня 10 января танкер дрейфовал в японскую экономическую зону. 13 января китайская спасательная команда извлекла 2 тела из спасательной шлюпки и сняла с мостика регистратор данных о рейсе. Спасательная команда из 4 человек, хотя и была оснащена респираторами, была вынуждена покинуть танкер менее чем через полчаса после посадки, потому что ветер изменился и ядовитый дым осложнил операцию. 14 января танкер затонул, в живых из экипажа никого не осталось. Глава морского агентства Ирана сообщал, что нет надежды найти выживших. Согласно сообщению агентства Reuters, в результате инцидента на поверхности моря образовалось пятно размером 13 на 11 километров, которое ветром смещалось в сторону Японии, и усилия по его сдерживанию были начаты судами, окружавшими разлив. Конденсат представляет собой легколетучий, высокотоксичный материал, наносящий большой вред окружающей среде. В дополнение к пятну на поверхности воды, затопление корабля означало, что оставшийся груз и бункерное топливо, более тяжелая форма мазута, угрожают морским глубинам. Приблизительно 2000 тонн бункерного топлива, как полагают, находились в резервуарах для хранения топлива танкера. В статье The New York Times более подробно обсуждалось воздействие на окружающую среду, в которой говорилось, что часть Восточно-Китайского моря, в которой произошел разлив, является местом нереста съедобной рыбы в это конкретное время года, а также путем миграции для китов. Инцидент по своим масштабам сравнивали с разливом нефти Exxon Valdez. The New York Times утверждает, что ущерб окружающей среде, включая возможное загрязнение пляжей, а также ущерб рыбной промышленности, может быть значительным и будет оплачен вовлеченными сторонами и их страховщиками. В сообщении CNN говорится, что к 19 января пятно увеличилось в размерах до более чем до 100 квадратных километров. Летучий характер конденсата делает его воздействие на окружающую среду иным по сравнению с разливами сырой нефти. В отчете Nature говорится, что из-за этой разницы, возможно, более важным аспектом этого разлива является его непосредственное токсическое воздействие на морских обитателей.